Друзья, всем привет! Вы на канале Рыбалка с братьями Билан. И с вами постоянная рубрика «Облови себя вчерашнего». Кстати, хочу вам напомнить, что если вы смотрите этот канал впервые, подпишитесь обязательно на наш канал. Впереди много-много интересного контента про рыбалку. Ну и начнем мы сегодня нашу рубрику «Облови себя вчерашнего» с очень интересного монтажа. Ребята, я считаю, что здесь сейчас в соцсетях мы пошумим на эту тему, потому что, как вы знаете, одно из последних наших видео дало большой шум везде, в соцсетях, в ютубе. Многих заинтересовал монтаж дропшот, и мы решили дать небольшую паузу, чтобы люди немножко отдохнули, и мы перейдем к еще одному очень интересному монтажу. Это монтаж самый простой из разнесенных, называется он сплитшот. Поэтому запасаемся хлопьями. Впереди я расскажу, как собрать этот монтаж, как ловить на него, какие проводки лучше всего работают, какие приманки, и много интересного секретного контента впереди вас ждет. Ребят, начнем. Как связать этот монтаж сплитшот? Начну с того, что основной флюорокарбоновый поводок у меня на спиннинге стоит средний 0,25 диаметра. Это рабочий мой поводковый материал, который стоит изначально. То есть если я ловлю на классическую микруху, на чебурашке или на джиголовке, у меня вот есть застежка, карабинчик, я вешаю приманки, рыбачу. И в ситуациях, когда нужно что-то поменять, у меня остается вот вся готовая оснастка, на спиннинге. Это вот флюорокарбоновый поводок и карабин. Это то, с чего мы начинаем эту рыбалку. И дальше мы берем что? Для этого нам понадобится классическая чебурашка. Все вы знаете, что это такое, и у всех она есть. Но применяем мы ее уже не в классическом монтаже микроджиговом, а применяем ее для создания сплитшота. Мы ее можем сразу, смотрите, маленьким ушком. Мы ее сразу можем одеть на карабин и зафиксировать груз. Все. У вас просто на застежке одет вольфрамовая чебурашка, или свинцовая, без разницы. И дальше мы используем флюорокарбоновый поводок и офсеты. Офсеты разные бывают, разных форм. В данном случае мы будем вязать сплитшот под окуня, поэтому я, наверное, возьму, не знаю, может быть, наверное, вот такой вот офсетик с тонкой проволоки. Очень важно в данном монтаже использовать расходник, именно офсетные крючки, брать очень легкие, с тонкой проволоки, чтобы какого-то дополнительного веса они не имели. То есть приманка на крючке, чтобы она вела себя более естественно под водой, а не быстро ложилась на дно. И продолжим дальше вязать монтаж. Начнем с флюорокарбонового поводка. В данном случае я использую диаметр 0,25. Для моих условий это нормально. Но также мы применяем и очень тонкие диаметры флюорокарбонового поводка в зависимости от активности рыбы. То есть если рыба очень пассивная, очень мертвая в холодное время года, мы используем диаметры 0,14, 0,16, 0,18. А вот такое вот осеннее время можно применять более грубый вариант, это 0,25, будет в принципе оптимальным. Для сплитшота можно применять в среднем длину поводка около 60-70 сантиметров, то есть это оптимально. То есть в данном случае я отрезаю кусочек где-то в районе 70 сантиметров и делаю на этом кончике флюорокарбонового поводка делаю двойную петельку, то есть двойной узел. И затягиваем этот узелок. Лишнее отрежем. Все. Начало нашей оснастки выглядит так. У нас есть маленькая петелька и идет вот такой длины поводок. И на конец поводка мы привязываем наш офсетный крючок. Привязываем обычным клинчом.
ничего не выдумываем. Делаем около 7-8 оборотов флюра и загоняем в петелечку. И затягиваем. То есть одинарный клинч. Все. Затянули. Хорошо. Лишнее откусили. Поводок готов, да, Тимур? Поводок готов, но не готова полностью оснастка. А теперь мы одеваем этот поводок на чебурашку. Раскрываем чебурашку. И в принципе, как и с приманками силиконовыми на крючках, мы одеваем эту петелечку и закрываем чебурашку. Покажи это все. Все. Вот, видите, вот чебурашка и крючочек. Все. Это сама оснастка сплитшот. Ну а дальше мы эту готовую оснастку мы просто одеваем на наш карабинчик. Все. Раз, закрыли. Вот теперь точно можно сказать, что монтаж сплитшот уже заряжен. А ну да, я поближе покажу. Смотрите, вот это вот идет основной наш флюорокарбон, который привязан к шнуру в диаметре 0,25. Идет маленькая американка и одета чебурашка. Одета по системе, как мы монтируем приманки, только вместо приманки самой у нас идет поводок сплитшотовый. Все, сплитшот готовый. Да, и остается зарядить приманку и найти нашу рыбку заветную. Не знаю, возьму. А какие приманки ты применяешь для этой всей ловли? Применяю разные приманки. На самом деле, именно со сплитшотом могу сказать, что работают все типы приманок. То есть это пассивные приманки, активные, раки. Раки очень хорошо работают на сплитшоте. Здесь более большая фаза падения приманки, более естественно все. И мертвая рыба, особенно там окунь, щука, судак, они просто дуреют. Вот. А вот и уточка, смотрите, к нам пришла. Вообще рядышком, смотрите. Пока мы рассказываем. Интересно, да? Про сплитшот послушать. Ну давай, Да. Тимур. В общем, одеваем. Ну, сейчас буду применять приманку пассивного типа, поэтому и анимация будет, соответственно, под пассивную приманку, потому что... Вопрос, Тимур, почему ты применяешь именно офсетный крючок на сплитшоте? Вот тут я вам сразу скажу, никаких открытых крючков мы не применяем вообще. То есть сплитшот, монтаж, который очень тяжело контролировать дно с самой приманкой. То есть она, естественно, падает на дно, вы падение приманки не ощущаете. И приманка может лечь как угодно на дно, просто как кормовой объект. И вы не почувствуете этого, просто сделайте проводку, и ваша приманка соберет ту ненужную траву, которая спугнет осторожную рыбу. Поэтому применяем всегда офсетный крючок. И плюс он за счет своей геометрии, он позволяет жалу быть сверху. Да, то есть центр тяжести внизу, и приманка идет вот так вот в правильной форме, ложится на дно. Все. С обычным крючком она завалится. И в принципе, что могу сказать, сплитшот, именно на сплитшот часто влетает рыба, заглатывая приманку. То есть из-за того, что мы не чувствуем какого-то четкого контроля с приманкой, а только с грузом, часто мы не слышим этих поклевок и просто достаем окуня, а у него в шахте вот там вот Плюс приманка. и рыба глотает эту приманку более, как Да. сказать... Но научившись работать со сплитшотом, вы будете также отличать, чувствовать поклевки рыбы на этот монтаж. Поехали. Ну, давай первый заброс сделаем, Артур. Первый заброс всегда знаете, да? Поговорка есть. Нельзя ловить. Но я вам скажу так, Ну, не что в нашем случае, Тимур. не в нашем случае. С первого заброса это нормально ловить рыбу, ребят. И ловить ее успешно в течение всего дня. Потому что если вы ловите на первом забросе рыбу, значит вы подобрали правильно оснастку, правильно приманку. И дальше будет идти просто все очень-очень успешно и хорошо. Ну расскажи, Тимур, какие проводки в основном стоит применять для ловли на сплитшот? Какие ты применяешь, в какое время года? Ну, в принципе, что могу сразу сказать, проводка практически ничем не отличается от классической микроджиговой. То есть, Или джиговой? Или джиговой. 2 подброса, 3 подброса, подброс, 2 оборота. То есть вот такая вот всевозможные анимации мы делаем так же, как и в микроджиге.
Ну, в данном случае я применяю такую хаотичную проводку, это двойной подброс, там, тройной подброс, то есть я постоянно чередую количество подбросов приманки, но даю, важно, очень паузу. То есть мы знаем, что когда отыгрывает чебурашка, ложится на дно, это не означает, что приманка легла на дно. В зависимости от длины поводка ваша фаза падения приманки увеличивается. То есть в данном случае я использую около 70 сантиметров поводок, и я понимаю, что падение приманки около 2 секунд будет дополнительно. То есть я добавляю паузу еще больше. Но сильно долго тоже не ждем. То есть 2-3 секунды это максимум, что нужно делать. А так в основном это, в принципе, пока приманка падает, очень много поклевок происходит именно на падении. То есть не обязательно ждать касания дна. Ты говорил, приманки можно как активные, так и пассивные. А какой проводкой ты ведешь, например, активные приманки? Активные приманки все-таки нужно дать приманке дать поиграть под водой за счет активного элемента. Я считаю, что в этой ситуации лучше применять более такие равномерные проводки. Даже, знаете, вот такое вот просто волочение по дну груза и дает именно максимально у дна прохождение приманки, но при этом приманка не пашет дно. То есть можно бороздить дно, можно делать подброс там и 2-3 оборота, то есть дать протяжечку приманки. Хорошая приманка будет активная, и, наверное, единственная, это будет классический свинг-импакт, то есть прогонистый виброхвост. Иногда Сатурн может быть. Это Сатурн, это слаг с твистерным хвостиком. Но вообще вот выдумывать ничего не нужно, мы ставим именно свинга, то есть разных всевозможных брендов. По цветам также играемся, на самом деле очень хорошо работает в сплитшоте натуральные цвета приманок. То есть не то, что мы используем часто болото, ультрафиолет, именно натуральные цвета в сплитшоте очень хорошо себя открыли. То есть мы на соревнованиях ловим этой оснасткой, и приманка номер 1 это всегда Swing Impact, это натуральная расцветка. Ну, заключение сделай какое-то по проводкам. Смотрите, пассивная приманка, делаем обычную классическую микроджиговую проводку, то есть 2 подброса, там пауза, 3 подброса. То есть работаем постоянно на анимациях, то есть работаем кистью руки. А по активным приманкам лучше применять более плавные проводки, то есть иногда это волочение по дну хорошо работает, иногда двойной подброс там в 3-4 оборота, иногда просто равномерных 3-4 оборота и пауза без подброса. То есть более активная проводка. Тимур, расскажи, пожалуйста, вопрос такой интересный. У многих просто сложилось такое впечатление и мнение, что вот эти все разнесенные монтажи, они лучше всего работают именно в холодное время года, когда рыба пассивная. Расскажи, так это или не так, и когда ты применяешь именно этот монтаж, допустим, сплитшот? На самом деле этот монтаж сплитшот мы применяем в принципе круглый год. То есть это не говорит о том, что в холодное время года рыба не клюет, мы ловим ее на вот такие вот запрещенные, можно сказать, монтажи там по типу сплитшота. Нет, летом тоже бывает очень много ситуаций, когда рыба напрочь отказывается от всего. И именно приходят как раз вот такие вот монтажи, в том числе и сплитшот, на помощь, потому что рыба в таком стоит коматозе, что она просто не хочет подбирать даже грамм со дна. То есть если мы начнем ловить на микруху на 1 грамм, окунь будет пытаться съесть приманку, он все равно почувствует. Да, и я, друзья, добавлю, что это мы не говорим о ловле окуня размером с мизинец, то есть это нормальная солидная рыба, да, также клюет. Да, это не только окунь, это ловля судака, это ловля щуки. Именно при использовании сплитшота, по сути, ваша приманка не имеет никакого веса. То есть она вот за счет своей формы, за счет своих каких-то активных элементов, она сыпется на дно так естественно, что, как в принципе настоящий кормовой объект. То есть рыба в сумасшедшем коматозе, она выходит, ее просто легонько всасывает, то есть даже мертвая, и приманка залетает. Кстати, очень важный момент при ловле на сплитшот сейчас продемонстрирую. То есть, когда мы забрасываем приманку, мы не ждем свободного падения, а притормаживаем скобу или закрываем скобу, когда приманка приводняется. Только она приводняется к воде, закрываем дужку,
тем самым наша приманка с поводковым материалом уходит за груз. И в момент падения приманки мы также с закрытой скобой стоим, ждем падения приманки, чтобы приманка шла за грузом, а не шла вместе с ним на дно. Свободного падения, как в микроджиге или в джиге, у нас здесь не должно быть. То есть приманка должна уходить с сопротивлением шнура, да, то есть и тогда не будет перехлест. Тимур, самый популярный вопрос всегда в комментариях: какое удилище посоветуете для данного типа ловли, допустим, вот для сплитшота, Тимур? Удилище должно быть быстрого строя, это должен быть лайт, то есть никакой микрухи практически. Вершинка должна быть более живой, или вклеенная вершинка, но не сопливая, или тубулярная, более живая. И тесты применяем мы, в принципе, ну, желательно работать комфортно весами от 5 грамм до 12, так скажем. То есть это ходовые веса, на которые мы ловим. Поэтому я считаю, что вот можно начинать с тестами играться 3.12 тест, 3.20. И длина удилища должна быть где-то от 2,30 сантиметров, 2 метров 30 сантиметров и до 2 метров 55 сантиметров. Вот в данном случае я применяю удилище 2,54 длина и тест до 12 грамм. У меня быстрая удочка, нож, вершинка вклеенная, более живая. Все, я комфортно рыбачу. Да, сейчас. можно также играться, конечно, и применять ультралайтовые удилища под условия определенные и ловить на сплитшот 2-3 грамма, допустим. Да, 2-3-4. здесь вы играетесь как хотите. То есть мы когда ездим на судака, на большую реку, на сильном течении ловим, мы применяем сплитшот весом 28 грамм, 30 грамм. То есть и удилище, соответственно, у нас там до 35 до 40 грамм. Поэтому в ультралайте также можно применять 3 грамма и ловить на ультралайтовых удилищах. Ну, ходовым, сразу скажем, должно быть удилище лайтовое. То есть до 15, ну, в принципе, до 12 до 15 грамм. Все. Расскажи, Тимур, какие водоемы лучше всего подходят, какие локации для этой оснастки? В принципе, играться можно по всем водоемам. То есть это может быть водоем закрытого типа, небольшое озеро, водохранилище, это может быть речка. Река, у меня на Днепре река, когда-то, крупная река с течением. То есть мы можем под все условия подобрать монтаж сплитшот. То есть если для ловли на озере я использую веса 6-8 грамм, даже при ловле окуня это вот нормальный такой ходовой вес 6-8 грамм, то на реке мы применяем веса до 30 грамм. То есть мы можем чуть-чуть увеличить вес монтажа, но на саму приманку это никак не повлияет. То есть она как весила, там какой-то вес имела, такой она остается иметь вес. Вот, поэтому мы можем перегружать. То есть в этой ситуации я мог бы применять 3-4 грамма на микрухе. Сейчас применяю 8 грамм вольфрамовую чебурашку. Друзья, сегодня мы поделились таким интересным монтажом, как сплитшот. Я думаю, ну, многие, кто об этом монтаже знают, я думаю, также могут написать комментарий какой-то полезный для тех, кто только осваивает. Ну, а тем, кто первый раз об этом услышал, желаю хороших успехов с этой снастью. Снасть реально убойная. Сплитшот, он и в Африке сплитшот, ребят. Сегодня мы показали все, как мы делаем с братом. Поэтому вы на нашем канале «Рыбалка с братьями Билан». Да, здесь много можно чего-нибудь придумывать, разрабатывать, экспериментировать. Но сегодня мы делимся советами братьев Билан. Ну а здесь сегодня мы показали, как мы ловим, на что мы ловим, какие проводки делаем. И это нам приносит результат. Ребят, желаю вам также таких же результатов в освоении этой новой оснастки. И всегда оставайтесь с нами на нашем канале. С вами была рубрика «Облови себя вчерашнего», канал «Рыбалка с братьями Билан». До встречи на водоемах. Погнали!